чувствуется азарт. Игра — это эмоции. Игра — это команда. Игра — это победа. Играют они, выигрываете вы. Париматч — официальный партнер Virtus.pro. Всем привет! Вполне очевидно, сегодня мы поговорим с героем дня, с Арзиком, который решительно выступил на замене вместо нашего капитана, который все еще болеет, но переживать нам сильно не за что. Арзик, мы тебя поздравляем, это обалденный результат. Спасибо. И я думаю, что сейчас все те негативные комментарии, которые в твой адрес когда-то долетали, должны быть просто... Да я уверен, кто-то найдет какие-нибудь лазейки и все равно что-то напишет неприятное. Какая у тебя сегодня первая мысль была, когда ты реально понял, что Леха не будет играть? Ну, честно говоря, еще вчера я уже подумал об этом, что, скорее всего, мне придется играть. Изначально мы думали, что нам разрешат сыграть с кем-то из другой команды. Мы думали, может быть, с Ренатом или Семеном. Да. Но Valve запретили, и пришлось играть мне. Ну, я не знаю, я человек такой, я относительно таких вещей очень спокойный, то есть я никогда не мандражирую до, во время. Ты сам как оценил свою сегодняшнюю игру, вот уже после? Очень тяжело нажимать кнопки, когда мало играешь в доту. Я очень плохо нажимал кнопки, где-то не успевал там нажать Ghost, Glimmer. Я считаю, по макро я двигался хорошо, я был всегда там, где надо. Я даже говорил иногда парням что-то куда-то что-то сделать, там, колил. Да в макроплане я всегда нормально играл, кнопки всегда плохо жму. А парни что сказали после этих двух карт? Как они оценили там, твою игру, твою помощь? А материться можно или что-нибудь? Вован меня похвалил. Слушай, тебя сегодня хвалили в том числе аналитики. Я смотрела трансляцию, они много раз упоминали, что ты отлично вардил и отлично девардил, при том, что Соло и Xnova — это лучшие игроки в мире именно по части вардинга. Как ты себя почувствовал вот в этой роли? По поводу вардил я не согласен, я очень плохо вардил. Средненько. Что-то на уровне, например, каких-то там закрытых, может быть, квалификаций, да, я спокойно могу вот так повардить, эти варды не будут разбивать. По поводу того, что я снимал варды, да, вот, например, во второй игре я очень много вардов снял. Не знаю, да повезло, наверное. Я как раз-таки никогда на этом не специализировался, я всегда считался плохим вардером, поэтому не знаю, почему они меня хвалили. Ну и к твоей теме, естественно, ключевой про драфт. Каково было сегодня тебе драфтить, зная, что ты выбираешь героя для себя самого, и ты тот игрок, который будет исполнять? До игры, на самом деле, немножко переживал за то, что, например, возьмут какого-то бисмастера, да, например, на даблпик. На даблпик неправильно брать бисмастера, в принципе. То есть такая команда, как LGD, не будет его брать на даблпик, потому что это неправильно. Но я думал, что, например, что делать, если я не смогу сыграть на чене, потому что я не играл на нем 1000 лет. Что мне делать? Я не знаю. Вот. А так я сыграл, что там, на Джакира, на Личе, что там играть? Любой сможет сыграть, так что... Вот еще про драфт. Нунчик говорил, что ОД сейчас один из лучших героев в миде. Чья идея была взять Тинкера против него? Это твоя или Вовчик? Или вы вместе решили это сделать? Так мы на буткемпе еще это обсуждали, что ОД один из самых сильнейших героев. Один из самых часто пикабельных, скорее, скажем так, не сильнейших будет. И мы обсуждали, что если, например, будут в бане герои, которые его контрят, общепринятые, скажем так, то мы будем играть с Тинкером. Вот. Мы уже играли с ОД против Тинкера, с Тинкером против ОД, против Ехомов, по-моему. Вот. То есть это мы еще придумали на буткемпе вообще очень давно. Вот еще видос там был, как Вовчик там в ММе разносил, там в Virtus.pro медиа. Смотри, тем не менее, Тинкер в конце сам 2 раза погиб. Это уже общая расслабленность была или вы просто байтили? Да там вообще под пивасик уже они все умирали, я не знаю, что там. Там уже все. Да мы снесли 3 стороны, там уже всем было пофигу. Тебе, как тренеру, который сегодня играл со своей командой изнутри, стало что-то более понятно про их геймплей, как они себя ведут? Может быть, ты что-то почерпнул для себя, какие-то косяки, ошибки? На самом деле, да. То есть я заметил то, что... Я не знаю, плюс это или минус, если честно, но я заметил, что парни играют очень... Не то что расслабленно, а как-то... То есть они стараются выиграть, но они спокойные, расслабленные. Хладнокровные. То есть они, хладнокровные, да. Они, например, какие-то вещи, которые стоило бы обсудить, например, в команде среднего уровня, да, как нажать кнопки и так далее, они этого не делают. Они просто знают, что все нажмется хорошо, скорее всего. Но так как с ним был коуч,
Не факт, что все нажмется хорошо, далеко не факт. Вот, и мне было немножко некомфортно, что кто-то не проговаривал, там, что он нажмет вот так спел, потому что у них это априори, да, что все нажмется всегда шикарно, идеально. Арсений, они просто не оставляли тебе выбора промахнуться. Да, я там промахивался, в принципе, всем. Слушай, ну у меня еще такой вопрос, он уже не по играм, а больше такой о жизни о твоей. С тех пор, как ты стал тренером Virtus.pro, на тебя, конечно же, обрушилось огромное внимание и с точки зрения комьюнити, и со стороны аналитиков, комментаторов, вообще профессионального дота-сообщества. И много из этого не совсем приятные вещи, много из этого похвала. Как ты вообще, в принципе, относишься ко всему этому, что в твой адрес поступает? Как ты справляешься с какими-то вот неприятными моментами? Ну, честно сказать, да, когда я был на турнире в Гамбурге, это был, ну, вот первый большой, да, турнир с командой, было тяжело, да, я по неопытности лез в комментарии, читал там личку в директе, там, в Инстаграме, в Твиттере. Ну, было очень неприятно читать. Ну, по итогу, когда я добавил в ЧС всех, кто больше всего срет, как-то стало попроще. Ну и после этого, соответственно, я все это перестал читать. Большая ответственность лежит на людях, которые комментируют игры, потому что именно они навязывают свое мнение, хотя оно далеко не всегда правильное. То есть люди сидят, вот вам пример, да? Мы находимся на турнире, и аналитики могут сказать, там, тут ты не прав, там ты не прав, на самой трансляции, еще что-то. Но они никогда, заметьте, никогда не зайдут к нам в практис, не подойдут ко мне и не спросят, почему я сделал так, почему команда сделала так. Я думаю, для всех очевидно, да, что мы профессионалы, и мы всегда стараемся, делаем все по максимуму. Но почему люди выплескивают свой какой-то негатив на трансляции, не спросив перед этим, ну как-то, не узнав что-то вообще. Ну не подумав о вашей мотивации, что вы сделали. Да, то есть ничего никогда не спрашивают потом. Поэтому по итогу люди видят эти лица, правильно? Они видят этих звезд, да, талантов. Эти люди, они никогда не спрашивают нашего мнения, нашей логики никогда не хотят узнать. Но все равно выплескивают вот этот какой-то негатив в комьюнити, в общество. Что-то нужно делать конкретно с этим. В любом случае, сегодня ты абсолютно точно доказал и комьюнити, и профессиональному сообществу, что ты отвечаешь за свои слова, ты можешь помочь команде в любом вообще варианте развития событий, ты молодец. Может быть, у тебя есть какое-то послание, какое-то сообщение для всех, кто смотрит, для фанатов, для хейтеров, для аналитиков, для комментаторов, для всех? Да, ну, уже все сказано на самом деле было, и постоянно все это обсуждается, и где-то и в Твиттере, и все вот это. Я только скажу, что если ребята кому-то что-то интересно, вот, то есть аналитики, да, и комментаторы, они могут прийти, да, вживую меня спросить что-то. Они этого не делают, кстати. А ребята, которые сидят дома и смотрят игры, болеют, заходите в Инстаграм, это не пиар Инстаграма, заходите, пишите, потому что это просто удобная платформа. Пишите просто в личку в Инстаграме, я отвечу на любые ваши вопросы касательно каких-то драфтов, каких-то моментов в команде, там, что-то там, если что-то про мету, там, и так далее. Вот, вот что я хочу сказать. Это действительно правда, Арзик проверяет личку свою в Инстаграме, они даже на некоторые вопросы с ребятами вместе отвечают. В любом случае, можно уже начинать респектовать, нажимать F, и лайки, вот это вот все, респект всеобщий. Он этого заслужил, он этого достоин. Это наш тренер Арзик. Спасибо тебе большое, что уделил время. Теперь самое главное — лечить Роджера, лечить Соло, всех лечить. Да, главное еще тоже не заболеть. Да, и не болеть никому. Спасибо вам, что смотрите, оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. А как там вот это Паша с лапой. Я хочу, чтобы у вас было еще больше. Не, еще теперь Паша с лапой.